Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi CSGO. Сегодня у меня в гостях Андрей Блейд. Blast Fall Finals начинается уже завтра. В сети появилось очень много новостей вокруг Na'Vi, и сегодня я поговорю с Блейдом о некоторых из них. Привет, Андрей! Привет! Как там Копенгаген? Отлично. Погода, правда, другая, не как в Рио. Холодно очень, но в принципе все окей. Прошу прощения, что перебиваю, но у меня есть для вас классная информация. 15 ноября в Na'Vi Clan стартовал Community Clash от FACEIT. На протяжении месяца 80 кланов из Европы и Латинской Америки будут сражаться за первенство, а 4 лучших поедут на DreamHack Валенсия, чтобы сыграть финал на сцене. Призовой фонд $1 000 000 USDT будет распределен среди победившего клана, среди всех его участников, поэтому залетайте и покажите, на что способны Na'Vi Clan. Ссылочку вы найдете в описании. Я, к сожалению, не смогла к вам присоединиться на этом бласте. Увидимся уже на следующем. Буду за вас болеть из Киева. А мы с тобой давай обсудим то, что произошло, в общем-то, в Рио, то, что будет происходить на бласте и все вокруг этого. Мажор запомнился нам разными событиями, приятными и не очень. В принципе, он был, на мой взгляд, очень необычный. Такой должен случаться раз в несколько лет. И вот он случился, когда все фавориты были повержены, а все андердоги, в общем-то, были на коне. Ни одна из команд из топ-5 не прошла в полуфинал. 2 или 3 из них не прошли даже в стадию плей-офф 3. Что ты думаешь вообще об этих всех событиях? И в чем феномен, в чем парадокс, и в чем причина того, что так все случилось в Рио? Не знаю, если честно, на 100%, но магия мажора, то есть мажор всегда создает какое-то дополнительное давление на команды. Вот, и, видимо, оно повлияло, потому что очень многие, когда вылетают все фавориты, тут два варианта. Либо они все не готовы на 100%, либо очень сильное давление. Вот. Какие были твои первые мысли после поражения? В принципе, никаких, имею в виду особенных, просто расстройства, разочарование. Стандартные мысли, наверное. Вот. А в целом по мажору, если отслеживать всю цепочку, то как-то именно волна хайпа, она всегда создавала дополнительное давление на команды, и эта команда, как правило, проигрывала. Вот, и так как это случилось не с одной командой, то, в принципе, можно, наверное, предположить, что это как основная такая особенность этого мажора. Команды под давлением обычно не справлялись и проигрывали, то есть это были FaZe, потом это были Cloud9, потом это были мы, потом и Фурия, потом и Героик. То есть в каждом из этих матчей, в принципе, фаворит был повержен. Даже в финале Героик показали ужасную игру, как я считаю, не за счет хорошей игры Outsiders. То есть я имею в виду, что не слаженная игра Outsiders заставила так играть Героик. Я думаю, Героик просто под давлением слишком как-то потерялись, не смогли найти свою игру, вернуться в игру, а Outsiders показали, мне кажется, самое главное то, что у них не было давления в принципе вообще. То есть, может, даже у них, наверное, мне кажется, что у них ожиданий на победу не было изначально, когда они ехали на Challenger Stage. Не думаю, что они думали, вот сейчас мы проходим и выигрываем мажор, да? Все хотят, конечно, выиграть, но ожидания все-таки, может, это и сыграло самую главную роль, то, что выиграла команда, которая вообще даже и не рассчитывала выиграть. Так сильно, как другие, да, как FaZe, выиграть второй мажор и Grand Slam одновременно, как Герои, которые много-много там пробивались и в итоге не выиграли мажор, как Cloud9, которые всегда считают себя сильной командой и считают, что они заслуживают быть среди там команд, которые выигрывают мажор, и так далее, да, и Фурия, которая играет у себя дома, победив Na'Vi, и мы, которые должны были выиграть, так как все фавориты вылетели, и остались команды, которые мы обычно обыгрываем всегда. Да? То есть команды, с которыми у нас проблем не бывает, как правило, на дистанции. Это Outsiders, это Героик, это Фурия. То есть мы эти все команды обыгрывали уже ранее. В чем же, то есть, твоя теория, что это именно давление статуса фаворита? Мы говорили много раз в интервью о продуктивном буткемпе, об оптимальном боевом настроении, да, состоянии, как ты любишь говорить, и всему прочему, но, на мой взгляд, нам попался самый тяжелый матч
возможно. Хотя, героики справились. Из всех, которые могли быть на мажоре, с Фурией против четвертьфинала, и действительно мы там были и видели, в каком состоянии, какая была вообще атмосфера. Многие, конечно, могут воспринять это как отмазки, но это лично мое мнение, что действительно играть с таким залом, против такого зала невозможно. И мы увидели как раз и от Саши, что он там сыграл в минус все 3 карты. И, в принципе, ребята... Вот как ты считаешь, что пошло конкретно не так в этом четвертьфинале? Вот анализируя уже даже не первые эмоции, а уже смотря со временем на этот матч. Я, в принципе, частично ответил на вопрос до этого, да, то, что давление все-таки влияло. Я бы не сказал, что давление именно зала. Я имел в виду давление мажора случилось больше. Ну, то есть придают важность, команды придавали сверхважности своим матчам, что, в принципе, считается неправильным. И мы как бы с этим работаем, и часто не всегда говорим, типа, что надо играть в обычную игру, не нужно из нее делать особенную, иначе ты будешь стараться принимать какие-то особенные решения, не которые ты принимал ранее. А нужно играть в свою игру, а не в особенную, да, потому что твоя игра, она натренированная, ты в нее веришь, ты ее как бы типа оттачивал и так далее. Но не всегда слова уходят в действие, то есть ты можешь об этом думать, но ты не можешь совладать со своими внутренними какими-то переживаниями, наверное, и своим майндсетом. То есть это то, что надо, в принципе, оттачивать. Но я бы сказал, что у нас лично мы не играем в идеальный КС под давлением. Это уже факт, по-моему, очевидный. Вот, мы играем, короче, мы допускаем ошибки, мы все еще как бы сильная команда под давлением, но мы не играем в идеальный КС. И так было и в Кёльне против Фейзов. То есть мы в какой-то момент сыграли плохо. Так было и в финале против Фейзов в Антверпене. То есть, да, другая команда, но это типа как бы это и есть КС под давлением. Я думаю, нам нужно работать в этом направлении намного серьезнее, потому что в будущем давление может быть еще больше. И то есть мы как бы понимаем, что это есть, да, и мы все время пытаемся настроить себя так, чтобы этого не было, само собой. Чтобы игроки старались принимать максимально простые решения, не перешифровывали сами себя, не передумывали. Вот, но тут все-таки уже настал тот этап, когда нужны не слова, а какие-то алгоритмы действий и именно конкретные какие-то навыки. Нужно отработать навык, при котором мы будем хладнокровными убийцами под максимальным давлением. Вот. Но над этим надо сильно работать. То есть вот как отдельное направление, в котором мы должны работать, потому что это явно одна из проблем, которая у нас сейчас есть. И она прослеживается на многих турнирах. А если брать матч с Фурией... Какой-то дзен абсолютный. Да, если брать матч с Фурией, то есть там как было? Мы первую карту выиграли, но играли с ошибками. Окей, мы, в принципе, там потащили какой-то форс, да, в определенный момент, но мы тогда этого вели 13-7, по-моему. Ну, короче, мы могли вести, по-моему, 13-7 или что в таком духе. Мы, если проанализировать матч, там были невынужденные ошибки. То есть ошибки случаются, да, в игре под давлением, но мы все равно обыгрываем команду. Вот. И, конечно же, я считаю, что если мы будем играть в тот КС, в котором мы умеем играть, и при этом быть под давлением, если мы сумеем это делать, да, то мы будем намного увереннее обыгрывать команды. Это факт. Но, возможно, сама как бы сцена уже становится сильнее. Потому что не только мы проиграли. Вот в чем проблема. То есть проиграли Фейзы, проиграли Vitality, проиграли Cloud9. И в топ-4 были команды, которые не входят в топ-5. Это, по-моему, явная закономерность. Да, то, что проблема не только как бы у нас, я имею в виду, с давлением. То есть это то, что ты не можешь просто взять и захотеть, и оно исчезнет. Вот о чем я говорю. Над этим надо очень плотно работать. Хотя в прошлом, как я говорю, да, то есть с этим не было проблем. Мы были в финале в 2 турнирах и проиграли под давлением, да. Соответственно, хороший результат, топ-2, проиграли под давлением. Нужно, в следующий раз сделать на этом акцент, не переживать, там, стараться играть хладнокровнее. Но сейчас это уже другой результат, это уже топ-8, это не то, что может тебя удовлетворить хоть как-то, да. Соответственно, ты уже понимаешь, что это может повториться, и нужно
теперь делать приоритет вот на это больше даже. То есть к самой игре у тебя претензий было не так много, я имею в виду там к теории, да, в теории все должно было получиться, но на практике вот мы встретились с такими испытаниями, верно? Но это же тоже часть ошибки, которые совершались, то, что мы видим в итоге, исход игровой, то есть тактический какой-то анализ, это же тоже входит в давление. Но я имею в виду, что под давлением ты начинаешь принимать другие решения, ты начинаешь ошибаться. Соответственно, ты видишь какой-то изъян в анализе. Когда ты анализируешь, ты видишь, есть изъяны. Но корень-то не в этом идет. То есть на других матчах без давления это все работает. Ну, простыми словами, когда ты отработал что-то, наиграл, да, то есть ты обычно видишь свою игровую форму еще до турнира, то есть ты максимальную проводишь работу на буткемпе, создаешь вот ту игровую форму, на которой ты будешь играть, приезжаешь и пытаешься исполнить все свои наработки, и весь свой геймплан и так далее. И когда ты играешь, ты не можешь сыграть идеально, исполнить это не можешь, потому что твое сознание, твое состояние, оно не может, оно как будто бы ему что-то мешает, твоему фокусу, твоей концентрации что-то мешает, вот таким образом. То есть, соответственно, ты и исполнить не можешь качественно то, что ты наиграл, по сути. И мы делали много ошибок вот благодаря этому, то есть и правильный взгляд со стороны, то, что играла как будто бы другая команда в каких-то моментах. Если мы смотрим на там «Мираж» с «Фурией», то у нас от этого были какие-то раунды идеальные, где мы сделали четко все, а были раунды, где мы сделали все криво. То есть вот такая вот она как бы такая вот неровность, она как бы и сформировалась. То есть ты играешь нестабильно из-за этого давления, из-за этого переоценки, передания важности игре, имеется в виду сверхважности. Вот это надо уметь отслеживать, уметь корректировать по ходу матча свое состояние. Это очень сложная штука, потому что если ранее давление было не такое сильное, и ты мог корректировать, или ошибки были, но ты закрывал их скиллом, сейчас, мне кажется, выросло и качество игры других команд, и выросло давление на этом турнире. Вот как бы оверхайп, мейджор, то есть там супер турнир, там нереальная сцена, что-то уникальное, новые фанаты, новый стадион, то есть в плане атмосферы. Ну, короче, я этот хайп чувствовал перед турниром, что все заряжены на победу на этом турнире из команд, да, и все хотят этот турнир посетить, там много звезд, придают этому тоже сверхважности. Соответственно, это надо уметь оставаться в своем таком пузыре и не пускать внутрь ничего постороннего. Хорошо, давай тогда перемещаться уже к нашему настоящему. В каком составе вы приехали в Копенгаген, Андрей? Мы приехали в стандартном составе, будем играть тем же составом, который у нас был в Рио. Сейчас много ходит спекуляций и разговоров, в принципе, о том, кто заменит Витю. Расскажи, ведется ли подобные разговоры и коммуникация внутри Нави? И есть ли кто-то сейчас, а кто у вас на примете? Интересно. Давайте-ка подумаем. Дело в том, что мы как бы будем играть Blast, скажем так. Я считаю, что у нас были все шансы как бы выиграть мажор, да, этим составом. Мы хорошо подготовились, в принципе, у нас был хороший буткемп. Ну, мы видели, все матчи у нас были довольно-таки близкие, да, то есть мы там обыграли Vitality, обыграли довольно-таки легко, типа там команду BNE, в принципе, чуть-чуть трудно, но все равно легко команду Big, проиграли Liquid, проиграли Cloud9, но это были очень близкие матчи, то есть да мы и с Фурией сыграли довольно-таки близко, мы могли обыгрывать на третьей карте их, и более уверенно на первой карте, то есть у нас есть все, чтобы выигрывать команды, и на этом турнире нет команд, которых как бы мы не обыгрывали, поэтому с этой точки зрения, типа, наверное, какие-то глобальные решения должны приниматься уже после Абу-Даби, потому что там будет как раз перерыв, и мы сможем больше понять динамику. То есть я лично считаю, что если сыграть в этих турнирах этим составом,
тем же, что был в Рио, то мы поймем потенциал вообще в принципе всего, да, то есть и игроков, и того, что нужно менять, что работает, что не работает. Вот. И делать изменения типа прямо перед этими турнирами, ну, возможно, ты даже не особо там, протестируешь что-то, но мало что увидишь все равно, потому что это такие более такие локальные турниры, имею в виду, что там они закрытые, не так много команд, как, например, на РМР, как на EPL, то есть это не та проверка. Вот. Но в то же время мы хотим поэкспериментировать с шестым игроком. Я считаю, это, в принципе, хорошая идея, потому что на всех турнирах, кроме мажора, ты можешь играть с заменами, прям вот делать замены внутри матча, да, внутри Best of 3. И только на мажоре этого делать не можешь. Именно поэтому мы отказались от этой идеи изначально. Но если мажор заканчивается, у тебя есть, там, условно говоря, 3 месяца, чтобы поэкспериментировать. Правильно? Соответственно, мы этим хотим воспользоваться. И там уже прям перед, там, за 3 месяца до мажора есть смысл определить пятерку, которая будет идти, уже готовиться к самому мажору. Вот. А до этого мы хотим поэкспериментировать, добавить игрока из Академии Нипла. В Абу-Даби он точно будет играть 3 из 7 карт, да, 4 будет играть Витя. Таким образом мы сможем, не скажу, то есть таким образом мы можем проэкспериментировать, посмотреть дать опыт академисту, потому что это важно. Даже несмотря на то, что, я даже скажу так, даже если бы мы выиграли мажор, нам было бы выгодно все равно это делать, потому что это все не упирается настолько узко в наши результаты. Мы должны думать глобально о развитии всей организации и в целом дисциплины. То есть академия, она должна получать возможность играть. То есть я бы даже в этом случае был бы за, чтобы игрок из академии играл бы далее, после победы в Рио, играл бы с нами и получал бы опыт. Плюс мы видим его потенциал и что делать дальше. Это очень важный, на самом деле, момент. Вот. А в данном случае, само собой, результат плохой, и тем более это нужно делать. Да? То есть нужно посмотреть с разных углов на наш состав. Будет плюс конкуренция для других игроков, для того же Валеры, который тоже через это проходил, да, когда был еще Егор. Он конкурировал с Егором здесь. Как бы мы даем шанс Андрею Ниплу, он будет конкурировать, по сути, с Витей. Да, Вите будет шанс себя тоже проявить, показать, на что он способен далее. И также и другие игроки могут об этом тоже думать, что если они играют плохо и не дорабатывают где-то, не выкладываются на максимум, то они тоже могут потерять какую-то карту, правильно? Потому что для того, чтобы побеждать, ты должен жертвовать чем-то. Ты должен делать все возможное, чтобы побеждать. Я имею в виду, как игрок, ты должен на максимум выкладываться, да? Если мы видим, например, что кто-то где-то старается больше другого, то есть шанс, почему дать ему карту еще одну, да, например. То есть вот такое вот видение на ближайшие 2 месяца. А после Абу-Даби мы будем уже видеть общую картину. На Fall Finals в Копенгагене по-прежнему будет играть Витя все карты, да? То есть ты говоришь, что Нипла вы будете вводить уже в Абу-Даби. Да, мы привезли Нипла сюда, чтобы он просто прочувствовал атмосферу, побыл с командой, понаблюдал за тренировками. Он плюс стенд-ин. Если кто-то не сможет сыграть, он заменит этого игрока, и это уже плюс. Например, такое у нас было в августе на Бласте, когда Саша не смог играть. Играл Даня. Даня, да, вообще много раз у нас здесь, может, кто-то заболеет, мы же не знаем, может такое быть, что сыграет Нипл. Плюс, в целом, мы готовы дать ему уже на этом турнире сыграть Вертиго, да, потому что он хорошо на этой карте играет, даже без тренировок. Но мало кто с команд будет с нами играть Вертиго, имеется в виду, точнее, мы будем играть. То есть тут слишком много команд, которые играют эту карту своей сильной. Мы бы играли с теми, у кого она 7-я, условно говоря, фейс. Проанализировав, в принципе, вето, если мы с визами встретимся, мы подумаем, играть ли, вставлять Вертиго в пуле. Вот, возможно, так и будет. Возможно, мы дадим, как пик соперника, почему нет, сыграть за дефенс. Это возможно. На этом турнире он может еще и сыграть.
Небольшую дам справку для наших зрителей про Андрея. Нипл, Андрей Кухарский, он играет в Нави Junior у нас с декабря 2021 года, да? Ему 17 лет. Кажется, Валерий тоже было 17, когда он только начал заменять как раз Егора на некоторых картах в Нави основе, верно? Еще в 2020 году. Да, наверное. Я не помню прям точно, но возможно. Так и было, 17. В общем, молодой, перспективный, классный игрок, который очень ярко сиял в Нави Junior. Амиран про него за кулисами очень тепло отзывался и пророчил, и пророчит ему большое будущее. Как ты думаешь, он готов к этому будущему? Или ты еще не прочувствовал это? То есть готов ли он к большой сцене? Не знаю. Мы для этого, наверное, позвали, как минимум в Абу-Даби, чтобы проверить, готов ли он. Вот там и посмотрим. Может, еще и здесь увидим. Просто здесь я сейчас говорю, то есть представь себе, для меня этот матч вообще не будет значить ничего абсолютно с точки зрения оценки Нипла. То есть представь себе, что он сыграет, уже не в группе, это будет, видимо, минимум матч за плей-офф, либо полуфинал, либо финал, и что он сыграет с Фейзами Вертиго, и мы должны по этой карте оценить его, думаю, нет. Он не тренировался на ней с нами, поэтому даже если он сыграет, это вообще ни о чем не будет говорить. То есть в Абу-Даби будет уже оценка о том, готов ли он к большой сцене. Очень интересные мысли мы услышали. Действительно, знаешь, такой новый формат Нави, как будто бы начинается, или хорошо забытый старый, где мы вводили 6-го игрока, и, в принципе, не только мы, и у Астралис мы видели такую практику. Поэтому, да, я думаю, что будет много интересного впереди. Я очень рада, что у нас появилось некое свежее дыхание, новый игрок, который, может быть, несет что-то классное, свежее, новое в нашу игру и в наш состав. Верно? Настроение хорошее, Андрей, перед Бластом. Давай, выйдет это интервью. Ребята, хороший. У нас не в депрессии, не подавлены. Нам хватает. Да вроде нет. Я говорю, я считаю, что у нас есть все, чтобы... у нас было все, чтобы выиграть Рио. Скажем так, у нас есть для этого все, но мы не использовали это все. Да? Мы не смогли показать свой максимальный потенциал в Рио. Да? И думаю, что если бы дошли до финала, вот там было бы сильно. Мы были бы вообще другой командой, точно. Мы бы максимально глубоко зашли в турнир, почувствовали бы уверенность, силы, и все карты бы уже увидели, где у нас какие-то проблемы, мы все бы это обсудили, мы бы тогда вышли на пик. Вот. И то есть мы не раскрыли потенциал в Рио своей игровой формы. Мы можем его раскрыть здесь, и нам хватит всего того, что было наиграно на буткемпе, чтобы выиграть этот турнир и Global Finals даже. Вот. Но вопрос в том, сможем ли мы. Мы будем делать для этого все возможное, но, как я сказал, то есть потенциал, он там есть. Мы можем выиграть оба турнира. Но просто нужно каждому это осознать и включиться максимально с верой в это и так далее. Нет матчей, где мы проигрываем. Нет матчей, где мы проигрываем, просто и нас там сокрушает соперник. Таких матчей не было. Вот к чему я веду. То есть мы можем с любым соперником конкурировать там, и на каком-то моменте, и мы должны просто переломить. Вот и сюда играть более качественно. И все будет нормально. Напоследок пару слов про обновление. Не можем об этом не поговорить, потому что вышло большое глобальное обновление, которое многое поменяло в игре. В первую очередь не мы, а Valve убрали Dust 2 из маппула, что может быть трагичным для некоторых команд. Насколько это важно для нас, насколько тебе нравится Anubis. Понятное дело, что эти изменения вступят в силу попозже, явно не на этом пласте. Как ты оценишь вообще эти изменения с АВП, с новой картой, в целом, свои ощущения? Потому что много критики есть по этому поводу, в том числе от комьюнити. Замена Даста, в принципе, новость хорошая, даже несмотря на то, что мы играли своей сильной картой, вообще абсолютно все равно это условия, при которых ты должен работать больше, они заставляют тебя быть в экстремальных условиях, то есть делать что-то для победы, да, то есть что новое делать. И Anubis, в принципе, это плюс. Это как бы дает жизнь сцене игровой, соревновательной, то есть конкуренция повышается, потому что новая карта, новые андердоги могут ее улучшить, потому что когда ты полностью освоил карту, ты уже как бы на ней доминируешь, знаешь на ней все. Вот, поэтому тут плюс, потому что дает толчок в развитии. По поводу АВП надо проверять, играть, смотреть, потому что пока что непонятно, как это будет выглядеть. Я думаю, что единственное, это пока что, как я это вижу, то что
на каких-то последних секундах, ну там, например, за дефенс я пока проблем вообще не вижу. То есть я не понимаю, как это может быть проблема. Ну, надо все равно, в теории это одно, надо на практике это увидеть. Может, если АВП идет за дефенс играть агрессивно куда-то, ну, даже не знаю, это все равно, если агрессивно играть за дефенс, он часто и даже сейчас, ну, до этого брал в руки пистолет, когда понимает, что не успевает стрельнуть. То есть он стрельнул, достал, там, всего загоняют, можно достать пистолет. Такие ситуации были. Вот. Плюс, если даже и сейчас он идет в атаку, ну, агрессивный снайпер за дефенс идет куда-то атаковать, то даже если он там каким-то образом встречает 5 человек, что уже странно, он все равно даже в втором мете не успевал стрельнуть все 5 пуль. Поэтому, не знаю, за дефенс проблем не должно быть. Прошивать смоки только, наверное. Ну, прошивать прострелы, наверное, только вот могут повлиять. За дефенс, да? За терров проблема может быть, опять-таки, только в том случае, если ты заходишь на точку, и у тебя мало времени. Вот. Возьмем, например, 30 секунд. Может так что сложиться, что тебе нужно будет прикрывать бомбу, а у тебя не будет пуль. Такое может быть. Ты промазал 2 раза, бам-бам. Ну, ты заходишь теперь в 40 секунд. Там, выстрел, размены, бам. Остаетесь там 2 в 2. Остается там 15 секунд, а у тебя 1 пуля. И ты стрельнул, и у тебя второй же нет. А на релоад времени у тебя не было. Это да, тут может быть, в этом плане могут быть проблемы. Вот, эску, то, что пофиксили, это очень круто. Надо посмотреть, как она будет работать. Еще. Но уже хорошо, что ее пофиксили. Она создавала, мне кажется, дисбаланс и усиливала сильно дефенс и давала более слабым командам механически, да, те, кто играет более слабо механически, она давала им все-таки какое-то преимущество. Я думаю, многие команды пострадают из-за этого. Вот так вот. Любые изменения, в общем-то, к лучшему, да, собственно, они освежают нашу жизнь, и это новый челлендж, который нам по силам. Это настроение мне нравится. Спасибо, Андрей, большое за то, что внес ясность в некоторые вещи. Я желаю вам еще раз удачи на Blast Fall Finals. Буду болеть за вас из дома. Привет всем ребятам. Извините, друзья, что не будет влогов. Прошу прощения. На следующем бласте мы реабилитируемся. Все, всем пока. Подпишитесь на канал обязательно, потому что впереди много интересного. И болейте за Нави.